Всем привет, с вами Руслан на связи, и в этом уроке я покажу, как полностью с нуля настраивать график в Атасе и как сделать вот такой вот удобный вид кластеров на графике и в целом общий внешний вид для дальнейшего анализа. Для начала вам нужно перейти по ссылочке в описании и скачать Атас, зарегистрироваться, установить его. И после того, как вы залогинитесь, мы переходим к одному важному пункту. Это подключение. В подключении есть несколько API. CryptoData — это стандартное, скажем так, атасовское подключение, по которому вам будут приходить котировки по бирже Binance. Если же вы хотите настроить график другой биржи, например Bitfinex или OKEX, чтобы поток данных шел постоянно и изменялся в реальном времени, то вам нужно на бирже создать API подключения с режимом чтения и добавить его сюда. То есть нажимаете добавить, выбираете биржу, далее вставляете здесь API ключи и нажимаете создать. Также можно и разрешить торговлю и торговать через терминал Атас. Также советую подключить API Binance для более точной передачи данных, потому что у криптодаты бывают какие-то задержки или неточности. У меня сейчас какая-то есть проблема с API подключением, поэтому я пока подключил криптодату. После того, как вы тут все настроили, мы переходим на кнопочку чарт и в раздел инструменты. Тут вы можете вручную вбить инструмент, который вам нужен, или выбрать из списка. Так как криптовалюты в Атасе абсолютно бесплатно можно использовать, то мы смотрим, выбираем биржу, которая нас интересует, и выбираем инструмент. Главное понимать один момент, что в каждой бирже инструменты называются с разным тикером. То есть на Binance это BTC USDT, на Bitfinex это начинается с буквы T, то есть TBTC USD, на BitMEX это будет XBT USD, на OKEX это будет BTC-дефис USD, поэтому если вы будете просто через поиск вводить какое-то название типа BTC USDT, вам, например, не выдаст биржу BitMEX или OKEX, потому что там используется XBT, потом еще дефис. Вот если я сейчас поставлю дефис, то мне выдаст биржу OKEX. Ну, настроим сегодня BTC на Binance. То есть вот я ввел BTC USDT, и у нас тут выдает спот и фьючерсы. Открываем спот. И откроем график на всю страницу, чтобы было удобненько. И по умолчанию у нас темная тема. Кому-то может зайдет, кому-то понравится, но мне, например, кластера на темной теме, скажем так, не всегда удобно смотреть, потому что гистограмма объемов немного теряется на темном фоне. Поэтому рассмотрим настройку от и до на классическом белом фоне. Поэтому для начала удаляем вот эти горизонтальные объемы, они нам не нужны. И переходим в таймфрейм. Будем настраивать 1 час, то есть у нас тут есть выбор режима таймфрейма, но можно по минутам, по секундам, по тикам, по объемам, то есть как угодно вообще. Выбираем 1 час. Вот у нас настроился часовой таймфрейм. Дальше тут также у нас количество дней стоит ограничено. То есть вот у нас тут прогружено, по-моему, 30 дней. И чтобы прогрузить больше, нужно просто убрать галочку с авто и, например, прогрузить, вот я хочу 200 последних дней. Он немножко подумает и вот за последние полгода будет прогружать все данные по объемам. Вот прошло какое-то время и у нас загрузилась вся история за 200 дней. Но мы видим, что график у нас не очень красивый, куча линий, какой-то сетки и так далее. И это нужно настроить. Но для начала нам нужно настроить сжатие графика, чтобы можно было перейти к нормальной и удобной настройке кластеров. По умолчанию сжатие графика у нас вот по вот этой кнопочке масштаб настраивается, и оно стоит авто. Тут указано количество тиков. То есть
Сжатие всегда нужно настраивать вручную. Давайте для начала разберем, что такое вообще тик и как работает сжатие. Тик — это минимальное колебание курса на бирже или минимальный шаг цены. Размер тика на разных биржах может быть разным. Например, на биткоине тик может быть 1 цент, 10 центов или 1 бакс, в зависимости от биржи. Одинаковое сжатие одного инструмента может не подойти на разных биржах. Это же касается и самих инструментов. Чем меньше шаг или тик, тем больше данных мы увидим в футпринте в каждой отдельной свече. Но при сжатии с минимальным значением тиков информации будет слишком много, и ее невозможно будет анализировать. А если выбрать слишком большой шаг сжатия тиков, то кластеров будет слишком мало. По умолчанию сжатие в один тик равняется одному кластеру, то есть минимальное колебание цены будет отображено на кластере. Но если мы хотим сократить количество тиков, то в масштабе графика мы увеличиваем значение. То есть, указав значение 10, означает, что в одном кластере будет 10 тиков, или шаг цены одного кластера будет для Binance 10 центов. Если поставить сжатие 500, то шаг цены кластера будет 5 баксов. Это значит, что весь проторгованный объем в диапазоне 5 баксов хода цены отобразится в одном кластере. Так как крупные продажи и покупки не проходят все в одном тике, а бывают разбросаны по разным ценам, то нам надо объединять тики. А для фильтрации нам понадобится также объединять кластера, ведь крупные объемы могут проходить в диапазоне 20 или 50 баксов на биткоине. Чтобы понять, правильно ли стоит сжатие, нужно просто открыть кластера и посмотреть, не слишком много ли кластеров в свече. Удобно ли вам смотреть данные и не нужно ли вам сильно растягивать график по вертикали, чтобы хоть что-то увидеть. Слишком малое количество кластеров тоже не даст вам понять, где именно прошел крупный объем. Норма — это 20-30 кластеров в средневолатильной свече. То есть средневолатильная свеча — это где-то в районе 0,5-1% хода цены. Хочу заметить, что для биткоин фьючерсов или альткоинов сжатие будет совершенно другое. То есть на альткоинах чаще всего, учитывая их низкую цену, сжатие будет до 10, на эфире в районе 100. А для биткоина на споте Binance нормальный шаг цены 5-10 баксов или 500 тысяч тиков. Поэтому на Binance, на биткоине можно поставить сжатие 700. Для начала я покажу, как сейчас выглядят кластера. И тут сейчас стоит сжатие 100. Если я уберу и поставлю 1, у нас заново все это прогрузится. И мы увидим, что у нас теперь сжатие очень некрасивое. И практически ничего невозможно увидеть. Вот с таким вот видом кластеров невозможно работать, потому что объемы очень сильно разбросаны и в очень большом периоде. То есть нужно очень долго будет выискивать и смотреть какие-то крупные объемы. Также если выставить, например, пусть будет 10 тысяч сжатия, то мы увидим, что свечи у нас немножко трансформировались и шаг цены очень большой, и получается, что у нас на свеча это один кластер. С таким тоже невозможно работать. Поэтому в основном вам придется, конечно, это настраивать на глаз, то есть выставлять сжатие и смотреть, чтобы в средней волатильной свече было где-то 20-30 кластеров. Это самый оптимальный вариант. Поэтому ставим 700 и не заморачиваемся. Вот теперь у нас нормальное сжатие графика. То есть вот, например, если посмотрим какую-нибудь среднюю волатильную свечу, например, вот эту. И мы увидим, что тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ну вот где-то 30 кластеров. Вполне удобно и комфортно. Теперь, собственно, перейдем к настройке графика. Для начала правой кнопкой мыши и заходим «Настроить». Так, сейчас, секунду, переключусь на график. Настройки. Первое. Нам нужно поменять фон на белый.
Выбираем белый цвет. Также тут можно настроить какой-нибудь градиент, если вам надо. Ну, думаю, в этом нет нужды. Цвет OHLC я даже не знаю, что это такое. Цвет надписи индикаторов ставим темный, так как у нас белый цвет фона. Разделитель индикатора оставляем. Дальше цвет перекрестия мыши тоже можно поставить какой-нибудь более темный цвет. И поставим ширину на 2, чтобы было заметно. Это, собственно, у нас активирует вот пунктирную линию вокруг перекрестия мышки на графике. Возвращаемся в настройки. Теперь текущая цена можно оставить как есть, но мы ставим ценовую линию на весь график. Точнее, мы убираем отсюда галочку, чтобы у нас пунктирная линия шла именно от свечи, а не на весь график. Мне кажется, это самый оптимальный вариант. Потому что если оставить ее, то она будет мешаться, и вы будете думать, что это какой-нибудь уровень. Дальше сетка. Убираем ее. Вообще не знаю, зачем она нужна. То есть снимаем тут и тут галочку. Цвет линии разделителей сессий. Ну, это в основном нужно тем, кто торгует внутри сессии, на фонде. На крипте это не актуально, поэтому нажимаем на нее и ставим прозрачный. Теперь ее нету. Дальше оси. Цвет текста на осях. То есть это вот эти вот цифры. Ставим на черный, чтобы было лучше видно. Также можно поиграться с размером шрифта. И рисовать границу. Граница появилась. Дальше можно настроить цвет свечей. Тут уж по желанию, кто как хочет, так и извращается. Я, например, вот поставлю такой вид. Отображать границы свечей тоже можно поставить, чтобы они как-то потолще были. Цвет границы такой же, как и тело. Я предпочитаю убирать, потому что, в принципе, цвет тени не имеет значения. Толщина границы свечи не трогаем. Дальше параметры баров. Тут, собственно, тоже можно настроить, если вы торгуете в режиме баров, а не японских свечей. То есть также настроим цвета, как вам хочется. Например, сделаем потолще. Даже еще толще я бы сделал. Также можно зеленый, красный. Ну и в принципе вот у нас нормальный вид баров. Ну давайте вернемся все же в режим свечей, более привычный для всех. Настройки. Также есть параметры линейного графика. Не знаю, кто вообще этим пользуется. Параметры сессии нам не нужен. И тут вот последние важные настройки. Это автоматически превращать свечи в кластера. Должна галочка стоять. Если она не будет, то график при скроллинге не будет превращаться в свечи. Также можно заметить, что чтобы видеть свечи, нужно довольно-таки сильно график растянуть. К слову, если мы просто крутим колесом мыши, то он растягивается и двигается по горизонтали. Если мы зажимаем Ctrl и двигаем, то он на месте растягивается. А если Alt и колесо мыши, то растягивается по вертикали. На самом деле это очень удобно, эти сочетания клавиш использовать, чем двигать график вот именно тут на шкале. Ну, честно говоря, вы с этим задолбаетесь. Поэтому просто запомните эти сочетания клавиш. Ctrl по горизонтали, Alt или Shift по вертикали. Возвращаемся в настройки. И ширина свечи для автоматической трансформации в кластер желательно поставить 10 поменьше, чтобы вам не сильно пришлось растягивать график, точнее скроллить, чтобы увидеть кластера. Трансформировать горизонтальные линии в режим кластера, это если поставить, то у нас горизонтальная линия уровня будет трансформироваться в более такую толстую линию. Ну, сглаживание можно поставить, если вам кажется сильно резкой картинкой. И тут важный очень параметр — это минимизировать значение объемов. Что это такое? Изначально данные отображаются полностью, то есть биды и аски будут показываться
в полном объеме. То есть покажу на примере. Например, возьмем монету Dogecoin. Мы видим, что у нас тут объемы показываются вот в полном формате, вот как есть. И с таким видом не очень удобно работать, то есть нужно сидеть, считать, сколько там нулей после первого числа, тут 400 тысяч или это 4 миллиона, как бы непонятно. Можно эти значения просто сократить. Если мы ставим минимизировать значение объемов, они просто превращаются миллионы в 5М, тысячи в 1К, 100 тысяч в 100К, и это очень удобно. То есть у вас значения будут короче, у вас кластера будут уже, и с этими данными уже намного проще работать, чем вы бы просто сидели и смотрели, там считали, сколько там чисел в биде или в аске, чтобы понять, какой там вообще объем прошел. Также количество знаков после запятой нам не нужны десятичные значения, потому что если там поставить 2 или 3, нам эти данные уже не нужны, потому что неважно, сколько там после запятой прошло. Если продали или купили 100 битков, то неважно, это 101 или 102. Это уже такие минимальная погрешность, что не играет роли. Поэтому тут всегда ставим 0. То есть на всех графиках вот выставляем минимизировать значение и 0. Это такой самый важный параметр, потому что если вы будете настраивать альты, там как бы объемы намного больше, чем на битке, и там нужно будет сокращать значения. Вернемся к битковому графику. Вот мы настроили более-менее нормальный вид свечей. Теперь настраивать будем кластера. У нас есть в левой панели, в левом углу графика шаблоны, уже, скажем так, заготовленные. Давайте для начала я включу хотя бы черный шрифт, чтобы хоть как-то мы могли видеть бидаски. И теперь будем настраивать. Тут можно выбрать режим объема, трейдов, бидасков или дельты. То есть, например, можем показать только объемы, которые прошли. Можно по дельте показать цвет. Можно чисто одну гистограмму. То есть вариантов много. Трейды особо я не вижу смысла, что это такое и зачем, потому что это не дает информации об объеме. И самое полезное, я считаю, это шаблоны Bidask. Можно просто Bidask, то есть это именно чистая информация по продажам и покупкам. Также можно сделать в виде такой гистограммы. Можно выбрать объемный профиль, то есть будет Bidask и гистограмма по объему, но мне больше всего нравится дельта профиль. То есть у нас подсвечивается именно по дельте гистограмма. Дальше мы переходим правой кнопкой мыши, настройки, и теперь настройки кластеров. Тут уже можно кластера детально настроить. То есть опять же по содержимому мы можем выбрать бидаски, можно... Сейчас вернемся в начале. Можно по объему, трейды, объем трейды, объемы дельта. То есть можно, например, в левом столбце показывать объемы, в правом дельту. Дельта — это разница между покупками и продажами. Можно просто одну дельту отображать. Можно Bidask. Не знаю, зачем крестик по центру. Мне больше нравится Bidask по центру. Можно вообще ничего не отображать, только гистограмму. То есть тут уже на вкус и цвет. Ну вот я предпочитаю Bidask по центру. Дальше режим самой гистограммы. То есть можно разный вид выбрать, но мне больше всего нравится либо объемный профиль, когда мне нужно посмотреть общую картину и увидеть распределение объемов на графике, то есть где больше всего прошло объемов там в свече или на каком-то участке графика. Или если я детально ищу точку входа, я использую дельта профиль. Теперь, собственно, мы перейдем в цветовую схему. Тут также можно выбрать цветовую схему по разным категориям, то есть это дельта, можно сплошным цветом, можно пропорция по объему, по трейдам. Мне нравится пропорция по бидаску, самая такая, мне кажется, оптимальная, более видимая.
Также есть тепловая карта. Это тоже довольно-таки интересная штука. То есть вы можете, например, выбрать цвет тепловой карты, настроить, например, верхнюю отсечку. То есть это самый темный цвет будет соответствовать самой большой дельте. И контрастом убрать лишние объемы. И получается, мы увидим, где у нас прошли самые крупные объемы. Но все же мне нравится просто пропорция по бедаску. Также тут мы можем изменить цвет гистограммы, сделаем ее такую более привычную, зеленую, красную. Дальше переходим. Внешний вид границы индикаторов направления. Это вот эта вот граница, и тело мне абсолютно не нравится. Можно сделать свеча, можно сделать, например, ее потоньше. Но в принципе это не особо играет роль, меня больше она отвлекает, так что тут по желанию можете оставить, можете убрать просто. Выбрать нет, и у вас будет просто чисто как обычный бар. Ну, допустим, мы оставим. Дальше у нас идет настройка границы и ширина указателя кластера. Это, собственно, вот эта красная полоска. Она очень отвлекает, поэтому ее обычно убираю. Дальше переходим, у нас текст. То есть можно отображать текст, не отображать, выбрать шрифт. Автоматический подбор размера будет меняться в зависимости от растягивания по вертикали, горизонтали графика. И вот тут есть интересный тоже пункт, это делитель кластерных значений. Это опять же, если вернуться к доге, например, сейчас переключимся, перейдем в настройки, и если в первом пункте убрать минимизировать значение, то есть у нас показывается полное значение, а тут мы выберем делитель кластерных значений, например, 10, то у нас объем делится на 10, дальше на 100, и вот, например, на 1000 у нас уже довольно-таки существенно уменьшается число 10 тысяч, и вот у нас более точное значение, но просто уменьшенное, точнее разделенное на 10 тысяч, что тоже дает нам более комфортный вид для анализа. Но вернем все как было. И вернемся к нашему биткоину. Переходим в настройки, кластера. Все-таки, наверное, я уберу эту свечу. Немного непривычно с ней. Так, и еще забыл про вот этот пункт рисовать границы. На белом графике это довольно-таки очень нужная штука. Так, дальше переходим к следующему параметру. Это цвет в Eluera. Не особо нужная штука. Честно говоря, не знаю, зачем нам профиль объема на каждую свечу. Это просто бредовая настройка, не используем ее. И теперь важный параметр. Это параметры пропорциональности, собственно, гистограммы свечи. Мы можем выбрать параметры, которые будут сортироваться по бару, то есть вот именно вот эта заполненность ячейки будет зависеть от того, где прошел максимальный объем именно в этом баре, то есть в каждом баре, в каждой отдельной свечи, но это будет вас путать, это вообще никогда не используйте. Дальше у нас есть видимый участок графика, то есть будет использоваться тот участок графика, который вы сейчас видите, и вот именно по нему будет сортироваться объем. То есть, например, если где-то появился более крупный объем, вот, например, мы сейчас видим, что у нас вот, например, тут гистограмма заполнена в этой ячейке больше, чем наполовину. Но вот если чуть-чуть отодвигаем, и мы видим, что вот этот крупный объем, он исчез с графика, и сразу у нас вот этот объем стал самым крупным на этом участке, из-за чего он заполнил всю ячейку. То есть тут с этим параметром тоже нужно будет играться. То есть если вы анализируете какой-то отдельный участок графика, да, это вполне удобно. Вы видите именно, где было распределение крупных объем по дельте, именно на определенном участке. Но если, например, это какой-то флэт, как где-то было вот тут вот,
вот просто цена стоит во флете, то тут в принципе нет каких-то более крупных объемов, поэтому гистограмма будет равномерно по всем свечам распределена. Поэтому тут есть такая особенность этой настройки. Также, если мы вернемся к этой настройке, у нас есть вариант весь график. То есть если мы включим, то будет учитываться объемы всего графика прогруженного у нас, то есть за 200 дней. То есть если где-то прошло по дельте там 1000 битков, например, то вся остальная гистограмма будет намного меньше, чем в том кластере. Поэтому это тоже не очень вариант. Еще хороший пункт — это своя пропорция. То есть вы можете указать, по какой пропорции, например, 150. И вы видите, что если мы будем двигать график, то он никак не будет изменяться. То есть он зафиксирован, вот на полную ячейку у нас будет типа 150 битков. Но это тоже не всегда удобно, потому что если будет какой-то в одной свече там, например, тут 150, а тут 300, то есть вам нужно будет уже смотреть на числа, потому что по гистограмме вы не поймете, где, именно по цвету, где прошел более крупный объем. Поэтому с этими настроечками можно будет играться, иногда их переключать, чтобы увидеть, где больше было объема по дельте. Также переходим к следующей настройке. Это настройки режима BDASK Imbalance. Мы его включаем, ставим цвет бидов красный, нет, потемнее немножко, цвет асков зеленый, перевес 300% и полужирный шрифт. Это нам понадобится в дальнейшем. Это я буду уже объяснять, как читать бидаски в следующем уроке. Собственно, тут у нас настройка прошла. Теперь мы видим, что у нас в принципе... Кстати, есть еще такая особенность. Вот когда у вас открыты кластера, если по вертикали немножко сузить, то у вас исчезают числа, и вы видите в принципе только одну гистограмму. И можно тоже комфортно смотреть за перераспределением объема и видеть, как он менялся на графике. То есть где появлялись какие-то крупные покупки или продажи. Вот тут, например, была крупная дельта на 25500 был. Довольно-таки крупный объем поглощен. То есть 303 битка, тут еще 165, и мы отскочили. Ну, теперь вернемся к самому графику. Теперь мы переходим в индикаторы и настроим такие самые основные и самые нужные индикаторы. Это, конечно же, дельта, самый важный индикатор. Дальше кумулятивную дельту добавим. И у нас тут уже добавлен Depth of Market, это, собственно, глубина рынка. По дельте, в принципе, нам ничего настраивать не нужно. Тут все в порядке. Сейчас я увеличу, покажу и получше. По дельте все окей, можете цвета настроить, если вам угодно, но тут ничего можно не менять. Кумулятивная дельта ставим на линию, убираем режим сессионности, и галочка «Смасштабировать» должна быть снята. Также можно настроить линию каким-нибудь другим цветом, чтобы она была более заметна, и потолще. И вот у вас в принципе дельта настроена. Также у нас тут есть индикатор Depth of Market. Тут можно настроить, собственно, глубину рынка, то есть отображение плотности лимитных заявок на графике. Я убираю автоматически, тут толщина можно поставить 100. Объем пропорций будет зависеть от, скажем так, объемов лимитных стенок на данном инструменте, то есть на каких-то других активах это будет других значений, но в принципе можете оставить и на автоматическом режиме.
И где у нас тут цвет текста? Цвет текста можно поставить черный. Тут мы настроили. Ну и можно добавить индикатор объема. Тут есть два варианта: индикатор объема, который будет в отдельной шкале, или прямо на графике. Ну, чтобы не занимать место, лучше просто добавить его на график. Но, как я уже говорил в прошлом видео, в сравнении TradingView и ATAS, что вот цветная шкала для индикатора объема, она абсолютно бесполезна, потому что она не отражает реальной сути. Поэтому я обычно как делаю: положительную ставлю на серый, отрицательный на серый, нейтральный на серый. А вот фильтр, который у нас тут есть, я уже настраиваю. То есть мы, например, ставим синий и сделаем фильтр по крупным значениям. Так, перебор, использовать 1000, 2000, 3000. Хотя нет, давайте 2500. Вот, теперь у меня отфильтрован объем и подсвечивает именно крупные объемы. Потому что, в принципе, мелкие нам подсвечивать не нужно, а так мы сразу видим, где у нас прошел какой-то крупный объем. Но, честно говоря, эти объемы я вообще не использую, потому что дельта намного эффективней и отображает реальную суть того, кто сильнее в данной свече на рынке. Вот, собственно, мы и настроили график. Сейчас немножко это уменьшим. И у нас получился довольно-таки симпатичный график с красивыми кластерами. Тут можно будет поиграться, но по себе скажу, что чаще всего вы будете переключаться между режимом, то есть когда вам нужно посмотреть именно перевес по бидаску или объемным профилем. Опять же, если использовать объемный профиль, то тут нужна либо своя пропорция, либо видимый участок графика. Тогда будет более-менее нормальный вид. Также после того, как вы настроили общий внешний вид графика, советую вам сохранить шаблон. То есть вы нажимаете шаблоны, снапшоты, нажимаете добавить и вводите название, которое вам будет удобно. А так как у вас шаблонов может быть много, то советую сразу называть там BTC USDT, 1H и там название биржи, например. И сохраняйте. Потом вы можете его легко применить, скачать или кому-то передать, в общем, делать все что угодно. Также, чтобы этот шаблон применялся по умолчанию к любому открытому активу, переходим во вкладку шаблоны, тут создаете шаблон, нажимаете, например, какое-нибудь название и нажимаете на кнопку по умолчанию. Тогда у вас при открытии уже будет настроен внешний вид кластеров, индикаторы и внешний вид графика со всеми цветовыми схемами и общим видом свечей. И вам не придется все это настраивать заново на каждом отдельном инструменте. На этом все. Если вам понравился урок, подписывайтесь, ставьте лайки. И в следующем уроке я рассмотрю, как сравнивать бидаски, как находить имбалансы, рыночные неэффективности, залочки и поглощение покупок и продаж. Поэтому подписывайтесь, чтобы не пропускать. И в описании под видео есть ссылка на мой чат и телеграм-канал, где также будет публиковаться это видео и больше полезной информации по торгам. На этом всем спасибо и всем профита.